Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И я предлагаю приступать сразу к делу. Пришла девушка на удаление стержневой мозоли. В первую очередь делаю осмотр, прощупываю место, где болит. Девушка жалуется, что болит место мозоли и вокруг еще сантиметра 3-4 точно. Конечно, здесь нужно расспросить первоначально, что случилось, в какой момент изначально почувствовала дискомфорт девушка в этой зоне, что она делала для того, чтобы решить проблему. И у нас вырисовывается вот такая вот картинка. Года 2 назад возник на стопе круглый шарик плотный, который не приносил никакого дискомфорта, но потихоньку разрастался. Когда девушка была на педикюре, ей сказали, что это стержневая мозоль, которую нужно высверлить. В тот момент девушка не согласилась на эту процедуру, а белый плотный на ощупь шарик продолжал расти. Далее клиентка пошла к хирургу, который тоже сказал, что это стержневая мозоль, ее нужно удалять. Клиентка у меня очень чувствительная, боится боли и не согласилась на услуги хирурга. Также хирург ей посоветовал использовать мозольный пластырь, что она и делала. А вот теперь посмотрите, к чему может привести мозольный пластырь при неправильном использовании. Так выглядела стопа моей клиентки несколько месяцев назад. С тех пор она ничего не делала. Так называемая мозоль, по ее словам, уже приносит не просто дискомфорт, а вызывает дикую боль. Девушке больно ходить, но ноги ее таки привели к нам в студию. А теперь давайте посмотрим, действительно ли это стержневая мозоль или это подошвенная бородавка. Все это время, пока я рассказывала историю, я срезаю плотный слой кожи. Делаю это очень аккуратно, потому что при каждом прикосновении девушке очень больно. Срезав верхний толстый слой кожи, на наши глаза появляются черные папулы, что свидетельствует о том, что это действительно бородавка. При этом я спрашивала у девушки, не говорил ли ей хирург, что это может быть подошвенная бородавка, что это не обязательно мозоль, нужно просто повнимательнее посмотреть. Бородавки на теле, в том числе и на стопах, появляются из-за наличия вируса папилломы человека в крови клиента. Заразиться таким вирусом легко. Он может передаваться через общие предметы быта и гигиены в общественных местах, бассейнах, банях, саунах, массажных кабинетах и так далее. В некоторых случаях простое рукопожатие может стать причиной заражения. Однако этот вирус проявляется не сразу. Нужен мощный толчок для того, чтобы он активизировался. Пробуждению чаще всего способствуют гормональный сбой, тяжелая болезнь, длительный курс приема антибиотиков или сниженный иммунитет. Подошвенные бородавки выглядят как плотные твердые бугорки белого или телесного цвета. Их можно обнаружить на тех участках стопы, которые больше всего подвержены трению. Именно поэтому их легко спутать с мозолью. При пальпации, то есть прощупывая их, они также болят, как мозоли, и могут кровоточить. При ходьбе доставляют дискомфорт. Сверху нарост покрыт толстым слоем огрубевшей кожи. Из-за этого невозможно рассмотреть структуру и точно определить, что это такое. Здесь важно сказать о том, что как бы вам не было страшно или вы боитесь сильно боли, все-таки не занимайтесь самолечением дома. Крайне опасно заниматься удалением народными средствами. Часто используют клиенты чистотел, мозольный пластырь, поскольку можно занести инфекцию, которая приведет не только к осложнениям, но и в случае с подошвенной бородавкой может вызвать перерождение в злокачественную опухоль. В данный момент нам уже видны черные папулы, изменения структуры кожи и ободок вокруг. Все это свидетельствует о том, что это бородавка. Большая бородавка в данный момент, которую запустили еще 2 года назад. Если бы девушка сразу обратилась к подологу, тогда, когда она только возникла, я думаю, удалить ее не составило бы труда.
Ну а теперь прогнозировать, как быстро мы ее сможем убрать, я не могу. Будем пробовать. В первую очередь попробую удалить Корнекс гелем от израильской фирмы Cart. Ставлю каплю препарата в центр бородавки, ждем несколько минут, пока капля побелеет, высохнет. И здесь необходимо сделать разгрузку. Приклеиваю самоклеющееся вот такое вот кольцо с дырочкой. Далее по протоколу работы с бородавкой нам нужно заклеить этот участок пластырем без перфорации. Белый пластырь у меня хирургический, как вы видите, он немножко перфорирован, поэтому я сверху еще приклеила тейп. В таком состоянии оставляем бородавку на 8 часов. Далее необходимо будет снять пластырь, протереть настойкой прополиса и потом опять перед сном на 8 часов повторить ту же самую процедуру. Обязательно покажу вам работу с этой бородавкой в последующих видео, но для этого, как вы понимаете, нужно время. На этом история этой клиентки не заканчивается. Надеюсь, это видео было вам полезным. Если это так, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения и до новых встреч. Пока-пока.